Всем привет! В этом видео будем обшивать инсталляцию и делать над ней вот такие красивые ниши с полками. Итак, начинаем с самого начала. Вот это наша базовая исходная поверхность. Сверху ригель. Инсталляция уже установлена. И должно получиться вот так, как на картинке. У нас есть где-то размеры, где-то привязки. И по ним мы сейчас сделаем разметку. В продолжение металла самой инсталляции отбиваем линии. Вертикальные и горизонтальные. По этим линиям закрутим направляющие профиля и установим каркас из CD-шек. После того, как направляющие профиля присверлены по линиям разметки, в тех местах, где много пустого места, для поддержки гипсокартона мы прикручиваем перемычки из CD-шек. В нашем случае это горизонтальные перемычки, но могут быть и вертикальные. По низу инсталляции тоже нужен периметр. Там, где это возможно, его обязательно нужно ставить. Сверху полка. Полка у нас минимальной высоты, и поэтому каркас расположен вровень с железом. Тут можно вкручиваться как угодно, каким угодно удобным способом. Снаружи, снутри, лишь бы было вровень. На горизонтальных полках также установлены перемычки из CD-шки. Это нужно для того, чтобы каркас был зафиксирован по форме и размеру. Остальные профиля по стене и потолку прикручены только для того, чтобы видеть форму будущей фигуры. На этом сборку каркаса мы временно заканчиваем и в первую очередь обошьем нижнюю часть этой настенной панели, то есть саму инсталляцию. По сути дела, нижняя часть это просто тумбочка. Сверху мы ее обшиваем в один слой, а переднюю часть минимум в 2 слоя. В нашем случае может быть и 3. Посмотрим, как выйдем на перекошенный ригель наверху. После прикручивания горизонтальной полки делаем разметку для угловых коробов справа-слева и для средних вертикальных простенков. Устанавливаем вертикальные стойки. Те короба, что у нас находятся по углам справа и слева, имеют свой нижний периметр. Средняя часть собрана по типу перегородок и поэтому имеет толщину в один профиль. То есть один на стене, один внешний. Для того, чтобы в такой схеме профиль зафиксировать надежно и избавить его от бокового смещения, используется лепесток на профиле. Он может быть и на нижнем периметре, может быть и на вертикальном профиле. То есть крепится с двух сторон в боковые части саморезом и с передней. Вот как здесь. Готово. С вертикальными стойками разобрались. Все установили точно на свои места. Теперь нужно сделать горизонтальные перемычки, чтобы каркас у нас не гулял в разные стороны. Перемычки могут быть разные. Где-то удобнее CD-шки поставить, где-то удобнее UD-шки. Простые или с лепестками. Выравниваем весь каркас в одну плоскость. И по вертикали, естественно. И после этого можно зашивать гипсокартоном все вертикальные короба и простенки. Готово. Основная объемная работа у нас закончилась. Осталась точная часть. Сверху будет еще горизонтальный короб с отступом на одну плитку от потолка. Ну а снизу мы закрутим еще один лист гипсокартона, потому что ригель сверху действительно сильно перекошенный. Снизу готово. Сделаем разметку для верхнего короба.
У нас есть нижний уровень потолка. От него мы берем один размер плитки и делаем разметку для периметра с учетом толщины гипсокартона. Вот по этим линиям делаем разметку и вкручиваем туда направляющие профиля. Собираем такой мини-каркас. Обшиваем его гипсокартоном. Здесь вы видите уже обшитые полностью боковые короба и верх, а средняя часть пока остается без последнего слоя гипсокартона. Чтобы его прикрутить, нужно сначала сделать полки. Вот это и есть самая точная часть работы, потому что полки должны быть расположены по швам плитки. С точной разметкой мы успешно справились и закрутили направляющие профиля там, где нужно. Здесь тоже на профилях есть лепестки. Для того, чтобы внешний профиль, фасадный, был зафиксирован от сдвига вверх и вниз. То есть саморезы мы будем вкручивать с трех сторон. Сверху, снизу и спереди. Кстати, такой способ крепления позволяет не только надежно зафиксировать полку от вертикального смещения, но и выровнять ее в горизонтальной плоскости буквально с точностью до полумиллиметра. Ну, в принципе, каркас готов, можно обшивать полки сверху и снизу. Готово. Осталось совсем чуть-чуть. Прикрутить гипсокартон на фасад центральной части. Итак, свою гипсокартонную работу мы закончили. Постарались все сделать максимально точно по размерам и по привязкам. И передаем эту конструкцию плиточникам для последующей облицовки. Думаю, им придется немало постараться здесь с прирезками и подгонками, но наши унитеховские мастера справляются с этим без особых проблем. В конце концов у нас получилась вот такая красивая штука с нишами и полками. Все подогнано очень точно, прямо радует глаз. Тут еще есть одна полка с правой стороны, которой нет на видео, но сборка ее есть на другом канале, на канале про монтаж. Ссылка будет в описании. Ну а на этом всем пока. Спасибо за внимание.